Наш первый подробный взгляд на Honda Prelude. Наконец-то у Honda снова появилась машина, созданная ради драйва и эмоций. Обычно бренд ассоциируется с практичными и повседневными моделями, но здесь, и это сразу видно, по дизайну, все построено вокруг удовольствия за рулем. При этом фирменные хондовские ценности для повседневной эксплуатации тоже сохранились, позже я их покажу. С вами Томас Авточувство в 4К на полный экран и без купюр. Поехали. Название «Прелюд» пошло от французского слова, означающего музыкальное вступление. Правильнее произносить «прелюд», но можно и по-английски. Оба варианта возможны. Первое, что бросается в глаза – яркий синий цвет кузова. В сочетании с плавными, почти чувственными линиями и современными светодиодными ходовыми огнями это сразу придает спортивный образ. Спереди акцент создают вертикальные вставки в бампере, а сбоку классический силуэт купе. Прелюд долго отсутствовал на рынке, и вот Honda возвращает его с генами Civic, особенно версии Type R. Здесь элементы шасси от R-ки, спортивная подвеска и даже усиленные тормоза. Синие суппорты чуть темнее кузова. Здесь у нас штатно идут черные 19-дюймовые диски, без всяких доплат, подвеска с адаптивными амортизаторами, так что можно немного менять характер машины. Сзади особенно выделены бедра, линии кузова получились очень выразительными. Мне лично такой акцент нравится, а вам как? По всей ширине протянулась световая полоса. Внизу снова вертикальные акценты для баланса. В целом это настоящий дизайнерский манифест от Honda. Технические подробности позже, но уже видно. Сзади у нас лифтбэк, что сразу добавляет практичности при погрузке. Теперь к технике. Под капотом стоит 2-литровый гибрид e-HEV мощностью около 200 сил. Паспортных цифр разгона пока нет, ждем официальные данные. Оранжевые кабели под капотом сразу выдают высоковольтную систему. Фишка этого гибрида – универсальность. Можно ехать чисто на электротяге, в смешанном режиме или напрямую от ДВС. Все зависит от условий. На трассе при скоростях около 100-120 км в час выгоднее подключать бензиновый мотор напрямую. В городе, если батарея заряжена, можно катиться на электричестве. А если резко нажать газ, ДВС работает генератором, чтобы электромотор выдал максимум тяги. Все это переключается автоматически, без участия водителя, и сделано ради максимальной эффективности. Такой подход мы уже встречали на других моделях Honda. У Prelude есть своя уникальная фишка – режим S-Plus Shifting. Это по сути имитация работы коробки. Автомобиль воспроизводит ощущение от 8-ступенчатого автомата, и водитель может щелкать передачи вручную, хотя в реальности никаких ступеней нет. Плюс впервые появился режим свободного хода, как у мягких гибридов. Машина просто катится, накатом экономя топливо. Что касается дизайна, спорить можно бесконечно. У каждого свой вкус. Но, честно скажу, здесь Honda меня впечатлила. С любого ракурса. Спереди, сбоку или сзади. А вы как считаете? Теперь о практичности. Формат лифтбека или фастбека делает машину удивительно удобной. Доступ к багажнику почти как у универсала. Багаж можно ставить даже вертикально. По габаритам ширина около метра, длина пола порядка 90 сантиметров. Под фальшполом спрятан аварийный комплект. Если руки длинные, прямо из багажника можно сложить заднее сиденье. Высота ограничена примерно 45 сантиметрами, а длина до спинок
при водительской посадке около 1 метра 55 сантиметров. Иными словами, Prelude сочетает спорт и практичность. И интересный факт, который я очень люблю. Honda специально рассчитала багажник так, чтобы туда помещались 4 колеса в сборе. Приехал на трек день, переобулся, сложил обратно комплект и поехал домой без прицепа. Очень по-гоночному и, честно говоря, в стиле Лии. Она бы именно так и сделала. Салон. Тут нас встречает компактный ключ Honda и аккуратные выдвижные ручки дверей, которые выдвигаются при открывании. Звук закрытия двери глухой и уверенный, как и должно быть. Включено зажигание отсюда и такой бип. По материалам все сделано честно. Мягкий пластик сочетается с фактурными вставками на дверях и подлокотниках кожзам. Классические кнопки стеклоподъемников, привычные рычажки. Регулировка зеркал тоже без лишней экзотики. Это радует, потому что некоторые производители зачем-то все усложняют. Нижние части двери не обшиты, но стеклопакет обычный, двойного остекления нет, но толщина приличная. Знакомые элементы от Civic угадываются сразу, но Prelude добавляет свои акценты. Руль немного приплюснут снизу, с глянцево-черными вставками и синей контрастной прострочкой. Все кнопки настоящие, с четким кликом. Слева управление громкостью, справа круиз-контроль. Воздуховоды с сетчатой решеткой. Напоминая спортивные мотивы Civic и Accord. Передние панели аккуратно обшиты мягким пластиком. Сиденья спортивного профиля выделяются двухцветной сине-белой комбинацией. Для тех, кто предпочитает спокойный стиль, есть и полностью черный вариант. Внешние поверхности выполнены из кожзама, внутренние материалы пока уточняются. Все расскажем, когда будут детали. Ну что ж, время присесть. Присаживайся, юный Скайуокер. При моем росте 1,89 м над головой остается запас. Сами кресла явно спортивного профиля, но при этом не излишне жесткие. Интересно, что боковая поддержка у водителя сделана довольно плотной. А у пассажира, или штурмана, как я люблю говорить, заметно мягче. Мы потом специально поменялись местами, чтобы сравнить. Лия даже подметила. Логичнее было бы наоборот, ведь водитель может упереться в руль, а пассажир нет. В целом оба подхода понятны. Но официальная позиция Honda – ориентация на водителя, включая расчет на трековые заезды. Руль регулируется и по высоте, и по вылету, так что даже высоким водителям легко подстроиться. За спицами подрулевые лепестки, которые работают в режиме S плюс шифтинг. Удобная мелочь. Ремень безопасности крепится к сиденью, но при желании его можно отстегнуть, чтобы освободить доступ назад. Потянул за рычаг, и переднее кресло складывается. Сзади формально два места. Есть даже крепление Isofix. Но для взрослых там почти нереально разместиться. Это скорее пространство для детских кресел или дополнительных вещей. Мы даже проверили. Посадили Лию спереди и попробовали устроиться за ней. Да, пассажирское кресло чуть просторней. Боковая поддержка мягче, но разница минимальная. Баланс спорный, хотя логика чувствуется. Забавная деталь.
Номер кузова выбит прямо под сиденьем. Любопытная деталь. Низ кузова шумоизолирован чем-то вроде губчатого материала. Честно говоря, мыть машину с таким покрытием я бы не рискнул. Теперь проверяем следующий тест. Лия пересаживается на пассажирское кресло. Я пробую устроиться сзади. Если она немного двигается вперед, короткую поездку выдержать можно, но для долгой дороги нереально. Наши постоянные зрители знают этот мем. Когда задний ряд слишком тесный, у нас появляется рубрика «Томас на заднем ряду». Так что наслаждайтесь этим зрелищем за мой счет. Если смотреть в отношении места для ног, то кое-как разместиться удается. Если отрегулировать рычажок, коленям неожиданно становится терпимо. Сесть можно, но только не за самим собой. Тут даже немного лингвистики. По-немецки «hinter» — это сзади, а «hintern» — «сен» уже задница, так что аккуратней с произношением. В любом случае ноги разместить можно, но с головой беда. После такой поездки выйдешь скорее в образе Квазимода. Возвращаемся на передний ряд. Кокпит отделан мягким пластиком, с текстурированными вставками и светлыми акцентами. На вид эта вставка напоминает микрофибру, хотя на ощупь материал жестче. Но визуально все гармонирует с сиденьями. Воздуховоды с сетчатым рисунком снова добавляют спортивного настроения. Экран мультимедиа средних размеров, без излишеств. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto есть. И самое важное, основные функции управляются физическими органами. Есть нормальная крутилка громкостей и отдельный блок климата с четким щелчком. За это я всегда ставлю плюс. Климат-контроль показывает температуру и на дисплее, и прямо на ручках. Щелчок при их повороте один из самых приятных в классе. По ощущениям, это прямо в духе Audi. Причем интересно, что и сама марка снова делает упор на такие мелочи. Спереди два USB-C и беспроводная площадка для зарядки, правда без активного охлаждения. Отдельной кнопкой включается S+ Shifting с имитацией переключений, а среди режимов движения есть и GT. Переключение передач реализовано кнопками, подстаканники адаптивные, что удобно. Подлокотник мог бы быть чуть мягче, зато под ним дополнительный отсек. В целом интерьер выглядит стильно и при этом остается максимально функциональным. Много физических кнопок, все на своем месте. Цифровая приборка читается без проблем, оформление меняется в зависимости от выбранного режима. Один нюанс в салоне – ощущается химический запах. Не самый приятный, но будем надеяться, быстро выветрится. В остальном это снова та яркая Honda, которая подкупает прежде всего дизайном, особенно по части экстерьера, который лично мне действительно импонирует. Подробности о салоне и технике будут позже, когда Honda их официально раскроет. А пока можно посмотреть другие обзоры Honda прямо здесь на авточувстве.